Глава 163. Сердце селянь опустилось бешеным галопом, даже кончики пальцев едва заметно задрожали. Однако он сумел удержать себя в руках, не проронил ни звука, только приподнял голову и сказал на ухо Хуачину: «Сань Лан, не шевелись». Этот голос снаружи очень похож на голос моего наставника. Пока нельзя допустить, чтобы нас заметили, голос был похож, но все же принц не мог утверждать. Ведь в мире встречаются люди с очень похожими голосами, к тому же селянь не виделся с советником несколько сотен лет, и вполне возможно, что принца подвела память. Сейчас не было нужды рисковать, а лучше успокоиться и наблюдать. Возможно, им удастся разузнать еще больше тайн. Хуачен тоже чуть наклонил голову, обвил принца рукой за талию и также на ухо ответил: «Хорошо. Ты тоже не шевелись». Тесно прижатые друг к другу давящими со всех сторон стенами, они соприкасались висками, при этом возле уха ощущая легкий жар дыхания. Момент был совсем неподходящий, но в голове селяня вспышкой пронеслось: а не так уж и плохо быть погребенными в одной могиле. Тем временем голос раздался вновь: «А где двое других?» Куда разбежались? Двое других? Вначале селянь инстинктивно решил, что речь о нем и Хуачине, и слегка испугался. Он захотел внимательно послушать, с кем же говорит незнакомец. Но вот что странно, когда советник, пока принц решил называть его советником, задал вопрос, в ответ не послышалось ни звука. И впрямь очень странно. На таком расстоянии селянь и Хуачен могли уловить речь советника. И судя по тому, что говорил он не слишком громко и не кричал, напрягая глотку, вероятнее всего, собеседник также находился где-то поблизости. И селянь с Хуаченом определенно должны были расслышать его ответ, хоть смутно, но расслышать. Однако факт оставался фактом, они ничего не слышали. Советник продолжил: «Я безмерно им благодарен за труды. Но не стоит тратить силы на мелкие сорняки. Они не сделают погоды. Сейчас у нас есть более важное дело». Только сейчас селянь понял, что, упоминая двоих других, советник имел в виду вовсе не принца с Хуаченом, а двоих своих товарищей. Чем дальше, тем ситуация становилась более запутанной. Судя по тону советника, он явно получал ответ на свои фразы, но казалось, будто он разговаривает сам с собой или же просто с воздухом. В сознании селяня возникла подобная картина, которую он тут же отбросил, подумав, что есть и другой вариант. А именно, только советник слышал ответы собеседника, другие же не имели такой возможности. Чем сильнее сгущался туман в голове, тем сосредоточеннее принц прислушивался. Стоило советнику заговорить, каждая его фраза давала немалый повод к размышлению. Это все, кто собрался внутри горы. Что ж, для начала доставь их к медной печи, а потом я что-нибудь придумаю, чтобы разобраться с каждым поочередно. И чем скорее, тем лучше. Нужно успеть за 2 дня. Медная печь еще и успеть за 2 дня. Но в пределах горы Тунлу нельзя воспользоваться сжатием тысячи ли, как же это возможно? Еще и привести с собой целую группу людей. И что именно означает это разобраться? После паузы голос продолжил: «Позови двоих других тоже. Отправимся к медной печи все вместе». В противостоянии его высочеству, наследному принцу, никак нельзя обойтись без всех 4. Сейчас он пока не полностью пробудился, но если это произойдет, невозможно представить, что он натворит на этот раз. Селянь замер, не в состоянии шевельнуться. Это все сказано о нем. В тот самый момент гора вдруг огласилась грохотом. Селянь почувствовал, как по камню вокруг прошла дрожь. Советник спросил: «В чем дело?» Принц задал тот же вопрос Хуачину. «В чем дело?» Хуачен прошептал: «Что-то произошло с той стороны». Они еще раз соприкоснулись лбами, и селянь правым глазом вновь увидел Иньюя и Цуань Ичжэня в горной пещере. Вот только, должно быть, пред ним предстала картинка чуть более ранних событий. Иньюй наконец выкопал и, тяжело дыша, вытащил Цуань Ичжэня из стены, после чего тяжко вздохнул. И вдруг случилось непредвиденное,
Пребывавший в бессознательном состоянии Цуань Ичжэнь вдруг подскочил и ловким броском сорвал маску с лица Иньюя. Выходит, он лишь притворялся, что лишился чувств. По-видимому, он, как никто другой, хорошо знал манеру Иньюя бродить из стороны в сторону во время размышлений, тон его голоса и силу удара. Скорее всего, Цуань Ичжэнь понял, кто перед ним, когда Иньюй нанес ему удар лопатой. Вот уж поистине неожиданно настал день, когда и Цуань Ичжэнь с его-то характером пошел на уловку. И пусть это было самое что ни на есть обыкновенное притворство, глупый трюк, но для Цуань Ичжэня даже подобное являлось делом немыслимым, поэтому совершенно никто такого от него не ожидал и не подготовился. Лицо Иньюя, показавшееся из-под маски, застыло в неописуемом потрясении и скорбной бледности. Очевидно, случившееся немало его поразило. Цуань Ичжэнь, напротив, крайне разволновался и, несмотря на рану на голове, запрыгал и закричал. Шисюн, уголок рта Иньюя дернулся, словно он увидел что-то невероятно пугающее. Потом он вдруг схватился руками за голову и вскрикнул. «Это не я!» Издав громкий крик, он бросился бежать и на бегу успевал сыпать грохочущими магическими ударами за спину, чтобы задержать гонящегося за ним. «Стой на месте! Не ходи за мной!» Цуань Ичжэнь бросился следом, совершенно не обращая внимания на удары, только радостно восклицая «Шисюн!». «Это я, Иньюй», не сдержавшись, грубо огрызнулся. «Черт тебя подери, в этом как раз самый ужас. Я же сказал, не ходи за мной». Их погоня сопровождалась грохотом, от которого гулко содрогалась вся гора, и советник на другой стороне стены в недоумении спросил, что там творится. Откуда такой шум? Ответа по-прежнему не послышалось, но советник, видимо, все-таки его получил, потому что сказал: «Вот оно что. Современные дети поистине такие шумные. Я пойду, еще нужно сделать приготовление. Когда прибудешь к медной печи, мы снова встретимся». Значит, он уже собирался уходить. После этих слов Хуачен опять закрыл уши селяня ладонями, принц зажмурился, мгновение, и все вокруг сотрясла сильнейшая дрожь. Каменная стена, в которой они были заключены столь долго, наконец взорвалась. Двое вырвались на свободу и мягко приземлились на каменный пол, вновь вдыхая свежий воздух. Однако снаружи увидели лишь пустую пещеру, ни советника, ни его таинственного собеседника. Даже если кто-то здесь и был, теперь они исчезли бесследно. Селянь и Хуачен переглянулись, но не стали спешить в погоню. Они еще даже не успели отпрянуть друг от друга, когда из соседней пещеры выбежал человек в черных одеждах, Иньюй. Размахивая лопатой повелителя земли, он помчался к ним с криками: «Градоначальник! Ваше Высочество, наследный принц!» Следом за ним влетел Цуань Ичжэнь, уже истекающий кровью от ударов, которые ему достались. Хуачен, не поднимая головы, сделал взмах ладонью. Цуань Ичжэнь вскинул руки, чтобы защититься, но от этой атаки нельзя было отбиться кулаками. Послышался хлопок, Цуань Ичжэнь окружило облако красного дыма, а когда дым рассеялся, на полу остался лишь кругленький красный неваляшка, кружащийся на одном месте. Глаза неваляшки были широко распахнуты, что придавало ему весьма невинный вид. Тот же прием, что Хуачен когда-то использовал против Лан Цинцу. Иньюй наконец прекратил свой бешеный забег, стер со лба холодный пот и подошел к Хуачену. «Премного благодарен градоначальнику. Стоит ли так его страшиться?» — спросил Хуачен. Иньюй, все еще не оправившись от испуга, горько усмехнулся. «Не стану лукавить, но при виде его высочества Цина мне хочется бежать, и чем дальше, тем лучше». Селяню от услышанного захотелось и рассмеяться, и посочувствовать Иньюю. Как видно, особенность характера Цуань Ичжэня отбросила в душе Иньюя стойкую мрачную тень. Неваляшка с широко распахнутыми глазами все еще стоял на земле, беспокойно качаясь из стороны в сторону, однако никто не обращал на него внимания. Селянь пожалел беднягу и решил подобрать, как вдруг ощутил сильную дрожь по земле, вместе с которой также пошатнулся, едва ли не сильнее того же неваляшки. Немедленно удержав равновесие, принц спросил, что такое. Землетрясение селяня не требовалось поддерживать, но Хуачен все-таки сделал это,
после чего сказал своему подручному: «Нужно посмотреть». Иньюй мгновенно пришел в норму и ответил: «Слушаюсь». Он подхватил лопату повелителя земли и несравнимо быстро вырыл в другой стене еще один проход, сквозь который ворвался солнечный свет. Иньюй выглянул, и на его лице отразилось удивление. «Ваше высочество, Иньюй, это землетрясение или сама гора сейчас обрушится?» — спросил Селянь. «Ни то и ни другое. Горное чудище бежит». Селянь вновь переглянулся с Хуаченом. Оба подошли и выглянули наружу из горного чудища, невольно потеряв дар речи. Оно действительно бежало, пейзаж снаружи стремительно проносился мимо, почти сливаясь в сплошную цветную ленту. Можно представить, что они словно ехали в конной повозке, которая со скоростью ветра неслась вперед. Или же сидели на плече великана, который оголтело куда-то мчался. Холмы, реки, равнины, леса — все это исчезало под горным чудищем, разравнивалось, придавленное им, уступало ему дорогу. Волосы и одежда троих наблюдателей заплясали на бешеном ветру, который со свистом ворвался в пещеру. Иньюй заключил: «С такой скоростью, думаю, мы достигнем Медной печи через 2 дня». 2 дня на Селяня тотчас же снизошло озарение. Вот оно что, и неудивительно, что они не слышали ответов собеседника. Неудивительно, что советник велел ему в течение 2 дней доставить их к Медной печи. Поскольку тогда советник обращался вовсе не к человеку, а к этому самому горному чудищу, Хуачен, наверняка тоже все поняв, произнес: «Как удачно! Воспользуемся его помощью, и не придется самим идти». Он сказал, что у Медной печи они встретятся снова. Там и узнаем, что же он, в конце концов, задумал. Однако Селянь сделался мрачным и задумчивым. Хуачен, ощутив эту перемену, спросил: «ГГ, что с тобой, что значит, не полностью пробудился?» Тот голос сказал: «Сейчас его высочество пока не полностью пробудился, но если это произойдет, невозможно представить, что он натворит на этот раз». Селянь, сосредоточенно нахмурившись, спросил: «Если то был мой наставник, его высочество, о котором он говорил, это я? И что тогда означает эта фраза «ГГ», пока не стоит думать об этом?» Во-первых, возможно, что это не твой наставник. Во-вторых, его высочество, о котором он говорил, возможно, также не ты. Не забывай, что наследный принц Уюна тоже его высочество. Но что, если это так? У меня имеются кое-какие необоснованные догадки, но ты послушай и скажи, есть ли в них смысл. Хорошо. Говори, ГГ. На горе Тунлу обитает 3 горных пика: старость, болезнь и смерть. Нет только рождения. Предположим, если тот человек и правда мой наставник, а говорил он с горным чудищем, значит, он способен с ним общаться. Следовательно, под 2 другими, весьма вероятно, подразумевались еще 2 горных чудища. С этим я согласен. Что еще? Я думаю вот о чем, что если 3 горных чудища обладают человеческим сознанием, или, более того, когда-то являлись людьми, почему тогда среди них нет чудища по имени Рождение? Потому что рождение не обернулось горой, рождение до сих пор человек. И этот человек и есть советник. Чем больше принц об этом думал, тем больше логики видел в своих словах. Сердце его билось как бешеное. Когда-то гора Тунлу была территорией государства Уюн. Рождение, старость, болезнь, смерть — всего их 4, божеств-покровителей наследного принца Уюна тоже было 4, и советников в государстве Синьле, которые с малых лет обучали меня, тоже как раз 4. 1 главный наставник, 3 его помощников. Разве в каком-нибудь другом государстве бывает так много советников, целых 4? Раньше мне это не казалось странным, я думал, это общепринятая практика, и лишь позднее я узнал, что таких случаев больше нет. Думаешь, это совпадение или между ними существует связь? Однако Хуачен возразил: не удивлюсь, если это совпадение. Ведь прекраснейших картин тоже 4, верно? Великих бедствий не хватало до 4, и одно притянули за уши для ровного счета.
Но меня по какой-то причине посетило сильнейшее предчувствие, что рождение, старость, болезнь и смерть, 4 божества государства Уюн и 4 советника государства Синьле, возможно, это все одна и та же четверка. Принц пошел дальше по тропе своих размышлений. Если мои наставники действительно являлись 4 божествами-покровителями наследного принца Уюна, для чего они стали советниками государства Синьле? Для чего взялись обучать меня? Для чего советник рассказал мне историю о наследном принце Уюна? Почему сказал, что я должен стать таким же, как он? Неужели во мне кроется тайна, которая даже мне самому неизвестна? Что значит, я еще не пробудился? Может, на самом деле я и есть, он сделался немного одержим своими мыслями, но тут Хуачен сжал Селяня за плечо и уверенно сказал: «Нет. Я могу утверждать, что ты — это ты, а не кто-то другой. Поверь мне. Не предавайся беспорядочным размышлениям». Лишь тогда Селянь словно проснулся ото сна и сказал: «Ты прав. Я действительно слишком заблудился в своих мыслях». Кроме родителей, принц никого не знал так же хорошо, как своего наставника. Пусть тот часто упрекал Селяня в непослушании и держал на приемлемом для своего статуса расстоянии, в целом он был хорошим наставником. И вдруг обнаруживается, что принц, возможно, совершенно не знал того, с кем, как ему казалось, был тесно знаком. После такого очень легко завязнуть в заблуждениях. Была и еще одна деталь, очень знакомая. До этого самого момента история наследного принца Уюна, изображенная на фресках, пусть была неполной, но смутно давала Селяню ощущение, приближенное к какому-то жуткому повторению круговорота бытия. Хуачен сказал более ровным тоном: «И еще, ГГ, для начала как следует подумай, знаешь ли ты, откуда взялся твой наставник?» Селянь послушался и ответил: «Не знаю». В самом деле, оказалось, что он совершенно не мог припомнить ничего о происхождении своего наставника. Задумавшись на секунду, Селянь сказал: «Советник занимал свой пост еще до моего рождения. Мне известно лишь его имя, Майняньцин, но тут и говорить нечего, оно наверняка выдуманное». Раньше я также задавался вопросом, почему советник не вознесется, ведь он же так силен. Но если тот, кого мы слышали, это и впрямь мой наставник, значит, он точно живет на свете намного дольше меня. И если он правда решил выступить против нас, Хуачен же безразличным тоном ответил: «Не страшно. Он всего-то прожил чуть дольше. И неважно, что он такое, врага отразят генералы, воду остановит плотина. Запомни, что бы ни случилось, есть я. Я всегда буду стоять на твоей стороне». Селянь на мгновение замер. Иньюй, присутствие которого и без того почти не ощущалось, все это время весьма тактично молчал, так что они почти совсем о нем забыли. Только сейчас он подал голос: «Градоначальник, стоит ли отправиться на поиски остальных?» Да, они выбрались из недр горы, но Пэймин и весь их отряд все еще были проглочены горным чудищем, которое забросило пленников неизвестно куда, чтобы переварить. Селянь поспешил ответить: «Стоит. Будем искать их все вместе. Ваше Высочество Иньюй, прошу, подождите. Ваше Высочество, наследный принц, нет нужды называть меня Высочеством. Я ведь уже давно покинул пост чиновника Верхних Небес». Селянь улыбнулся. «В таком случае и вы можете называть меня по имени, ни к чему эти церемонии. Я ведь тоже давно перестал быть его Высочеством наследным принцем». Иньюй глянул на Хуачена, стоящего за спиной Селяня, и сразу затараторил: «Я не осмелюсь. Не осмелюсь, не осмелюсь». «Селянь, почему не осмелитесь?» Что такого? Принц сделал пару шагов и вознамерился подобрать неваляшку Ичжэня, как вдруг с потолка сверзилась чья-то тень. Кто-то тяжело упал прямо перед принцем, послышался отчетливый хруст ломающихся костей.